Лучшие гости и самые интригующие подробности из мира ММА только на Octagon TV. Друзья, добрый день. Это наш очередной выпуск программы Octagon Live. И мы встретили Забита Магомедшарипова. Забит, рад тебя видеть. Давай, как мы договорились, здороваемся. Давай так вот. Забит, расскажи, пожалуйста, когда у тебя планируется следующий бой? Есть ли у тебя понимание? Следующий бой, скорее всего, после Рамадана. Сейчас скоро у нас Рамадан намечается, мая. И где-то я хочу вернуться в конце августа, в начале сентября. Еще не решил. Есть какие-то наметки, где это может быть? Ну, то есть это Америка, я так понимаю, это не Россия. Ну, скорее всего, Америка. С сентября, я знаю, вроде бы Абу-Даби, да? Может, Вроде бы, 7 числа там да. кто-то дерется. Да, Можно было даже там подраться, тоже хотел бы, да. Так точных дат нет, точно соперника нету, но ждем пока. Скорее всего, после Рамадана скажут, кто, что. Я читал, что вроде бы вы разговаривали с Ортегой. Тебе Ортега интересен? Мне все интересно. Топ-5 мне Ортега интереснее. Кто Ортега там, прям зверь. кроме Фрэнки Эдгара, всем мне там интересно. Друзья, там Да. вот эти ваши кентовские мы темы. друзья в зале, друг другу помогаем. Я, конечно, если не подерусь, то... То есть если вдруг дадут, ты скажешь? Конечно, это 100% я скажу нет. Макс же еще чемпион в вашем дивизионе. Макс, да, я считаю, он обратно спустился, да, проиграл этот бой. Я так и знал, что он проиграет. Мелкий? Конечно, он не такой физически может, чтобы на 70 драться. Чтобы на 70 драться, надо там конкретно. Вес тоже хороший. Он-то вес там у него нормальный, 85, я считаю, он не такой может. Габаритами? Худой, он не такой большой, да. И не такой сильный физически, я считаю. Ты свои преимущества перед Максом, если вдруг у вас такой бой будет, видишь? И в чем они? В технике, дистанции, я думаю. А так у него хороший бокс, считаю. У меня... Рубака? Ну, накида, я не сказал бы Рубака. Не так он идет вперед, чтобы Рубака назад делал, да. Но техничный бокс хороший, просто накидывает много ударов, выносливо. Я считаю, у меня вольная намного лучше, чем у него. И ударная тоже не хуже, по Он идее. ведь почему с Парьето дрался? Потому что Хабиб потом, это, знаешь, такой выход в финал, так Смысл сказать. Хабиб? Но если бы он выиграл, он бы дрался с Хабибом, получается, Макс. Ну, Хабиб-то ему стать не дал бы, это 100%. Но хотел, походу, 2 пояса, я не знаю, о чем он думал. Хайпануть? Может, да. Один раз же он не подрался с ним? Ну, защищал, сколько раз защитил он пояс, значит, может, ему интересно было, да. Любому человеку интересно проверить себя на другие веса. Даже и мне было бы перейти на другой вес. Он 2 раза Альдо выиграл. Что ему 3-й раз не драться, смысла нет, по идее. Альдо же еще в топе. Он, да, в первый номер считается. Ну, я хотел бы с первым номером подраться. Кто будет, там, Волконовский или Альдо, или там, не знаю, Ортега, разницы нет. Тебя не смущает, что Волконовский, он не такой топовый с точки зрения медийки боец? Ну да, он недавно начал, да, как-то. Ну, бои хорошие, зрелищные, всегда вперед идет, тяжело ударит. Ну, конечно, Альдо это легенда, я считаю, давно И дерет. вы с ним так немного похожи, да? Любите и отсеточки пробить, там, и супер, и Ну, панчи, и там все такое, да? Ну, Альдо с базового, да, это таец, по-моему. Я базовый сандаист, ну, мне удобнее был бы Альдо, конечно. Ну, честно сказать, мне все они удобные уже. Все бьют со стойки. Все для меня не соперники. Не, они-то соперники, они очень хорошие. У каждого свой стиль по-разному, да. Каждому по-разному надо подойти. В команде все парни говорят, что для Забита вообще... Ну, то есть он, в принципе, если он в хорошей форме, если он в порядке, то он вообще снесет дивизион. Да Ты нет, это чувствуешь так вообще? тоже где-то, нет, конечно. Там напрягаться придется. Но для этого мы тренируемся, готовимся. Надо уже, я считаю, надо серьезно подходить к каждому бойцу. Уже топ-5, топ-10, там очень серьезные бойцы у меня остались. Ты расстраиваешься, что тебе бой в России не дают? Такого нет, ну хотелось бы, конечно, дома подраться. Я знаю, здесь много болельщиков у меня. Знаю, как переживают, болеют. Хотел перед своей публикой подраться. Ну такого нету. Ну уже я привык. Второй бой уже в Америке, они тоже за меня. Вижу, как приходят, смотрят, ну знают. И больше каждый бой я чувствую. И То есть там у тебя база поклонников больше тоже и уже больше, поднимается? чем в России. Если я подрался в России, ну меньше стало. Ну там
после каждого боя и больше становится. После каждого боя ты все чаще начинаешь говорить по-английски. Ты начинаешь там, нет, да Пару это слов, да. мемы. Кто вас, Фарух учит? Кто у вас там Фарух, преподаватель? Фарух тогда любит накидывать, себя засветиться. Я учу, ну, так, по фистаму, когда время бывает, выхожу на связь. А, у тебя преподаватель в России. Да. И как? Как Нормально. успехи? О, перед боем я занимался 2 месяца, сейчас уже чуть устаю постоянно в режим, там, важно, не бывает на себя время, из-за этого чуть оставил пока, отдыхаю, да. Сейчас обратно скоро начну. Ты в Нью-Джерси сам ходишь по магазинам, говоришь с людьми на языке? Конечно, такие простые вещи я знаю, это могу. Когда камера, конечно, Hello. Там нет, вот это всё. имеется так поговорить, могу я нормально. Когда никого рядом нет. Там кто-нибудь подходит, забит, брат, и вы там между собой трете. Да. Так легче, когда стоя рядом, ты знаешь, кто больше тебя знает английский, чуть-чуть стесняешься, неудобно бывает. А когда один или кто-то хуже тебя разговаривает, ты знаешь, как газуешь, нормально. Все, что ты можешь, говоришь там. Можно и ошибиться, и все. Не, в Америке это нормально, можно ошибиться. Они тебя хотят понять, так стараются. Это у нас чуть-чуть. Ошибешь, все. Тебя добьют, же больше не захочешь говорить. Но это важно говорить по-английски? Конечно, это очень важно. Для меня, я считаю, это для любого бойца это очень важно. Английский знать. Когда бы ты хотел стать чемпионом в UFC? Есть у тебя срок? Срок хотел бы в конце года. А, то есть, в принципе, да, если ты один бой выигрываешь, В принципе, условно. да, если один бой выиграю, я думаю, они, скорее всего, дадут мне. Ну, для этого надо пахать, я считаю, еще надо много тренироваться. Там очень серьезные бойцы, которые... Ты чувствуешь себя, вот сейчас ты должен заскромничать и покраснеть, ты чувствуешь себя звездой? Не чувствую. То есть пока нет такого, что к тебе там, что к тебе популярность, а ты Ну, это есть, да, но я такого, не знаю. Завид просто скромный. Не скромно, просто... Не-не, скромность украшает мужчину, я в этом. Не, есть, конечно, я чувствую после каждого боя, да, больше, ну, узнаю, да, больше. Ну, ну, звездой я себя не чувствую. Я ничего такого не сделал, чтобы звездой стать. Пока что. У тебя есть какая-то спортивная, вот не злость там человеческая, да, какая-то спортивная злость кому-то из твоего дивизиона? Ну, спортивная, с кем бы ты хотел прям Никогда не зарубиться? было. Были какие-то спортивные интересы, да, а так, чтобы злость кому-то, такого нету. То есть ты прям добряк, ну то есть Ну, в не хорошем добряги смысле. мы, когда на эту сетку заходишь, там приходится чуть-чуть настраиваться по-другому, конечно, а так Как ты себя неприятность. настраиваешь? Ты злишься там, ну что там? У каждого человека свой настрой был. Я стараюсь, как обычно, я представляю, что я на тренировке или на спарринге иду, просто захожу в клетку, что надо, как обычно, что на тренировке делаешь, там тоже надо. Как обычно спарринг. Слушай, многие люди высказывали такое мнение, что твой бой со Стивенсом, он был такой близкий, но достаточно опасный по результату. Тебе как показалось? Ты опасался за результат? За результат нет, опасался упасть. За голову. Бывало, чтобы ты прочувствовал, да? Как... Не, я знал, что он такой крепкий боец, что он всегда вперед идет, у него тяжелый удар. Я знаю, мало таких бойцов, как он, честно сказать. Обычно, когда человек устает, у него удар теряется, да, и скорость теряется. Это боец, который, он мог 3-й раунд попасть, 3-й раунд уронить человека. У многих бойцов я видел, что он 3-й раунд попадал, и падали многие, да. Из-за этого у меня не было такого, нельзя было рисковать с ним, по-другому подраться. Но ты рисковал. Не, это риск не был. Я подрался, считаю, что, правильно с ним подрался. По-другому, если подрался, 80% я мог упасть там. Но я считаю, что я с ним хорошо подрался, чем другие, по идее. Кто-то и Макс дрался с ним, и все топовые бойцы с ним дрались, да, пятерки. Все тяжело с ним дрались. Все тяжело с ним дрались, погиб план. Ну, по плану я правильно подрался. Как мне тренер сказал, я старался делать, потому что я 3 месяца готовился под этого соперника. И я не мог сейчас войти в клетку и свое начать, и рубиться там или что-то. С ним опасно рубиться, реально. Конечно, мне все и Мансуру Чакая, первым подвигаться, почувствую его постоянно. А я люблю, честно говоря, заходить, размер биться, это у меня есть чуть-чуть.
Честно сказать, когда я пропускаю, я лучше начинаю работать. Ну, это есть. И даже на тренировках, когда чуть Ярость пропускаю- включается. Не ярость, я уверенно уже бью. А так я могу чуть-чуть так. А когда я пропускаю, уже начинаю не думать и работать лучше. Забит борода смягчает удары? Удары? Да. Не знаю, нет вроде. Ну, то есть, что есть, что нет. Не, борода. Никакого. Наверняка тебя много спрашивают, почему ты не тренируешься в Дагестане, а тренируешься в Америке большую часть. Я тренируюсь большую часть в Дагестане, у себя клубы Дагестан Файтер. Ну, вне прям подготовки к бою, там, скажем. Ну, потому что я готовлюсь, ну, имеется у меня бой в Америке, из-за этого приходится туда ездить, да. Ну, не больше сейчас, за 2 месяца еду, получается. Там режим, дома отвлекает, не дают нормально, получается. Каждый подходит, что-то это. Очень сильно отвлекает дома, невозможно подготовиться нормально. Вот там популярность. Как Ну, раз. Дома, конечно, но это и не только папа, и друзья, и знакомые, там, И стол вечно. и семья, да, там, родственники, все, да, по-любому же отвлекает. А там никто тебя не беспокоит, ничего. Режим у тебя постоянно, по графику все идет. Спишь, встаешь, на тренировку обратно. Все, о тренировках думаешь, больше ни о чем. Тебе тяжело из-за того, что ты такой достаточно доброжелательный человек? Ну, то есть ты наверняка редко отказываешь людям, когда тебе что-то говорят. Тебе тебе это мешает в жизни? Журналистам часто отказывают. А, серьезно? Конечно. Почему тяжело? Не тяжело, вроде бы нормально, неплохо. Ну, то есть в жизни не мешает тебе? Не это мешает, прям? почему? Не мешает. Ну, кого надо, как это сказать, за то, что я добряк, они на голову не садятся никто, да, я так близко не пропускаю. Я-то знаю, кого близко пропустить, кого нет. А так, за то, что я к людям хорошо отношусь, это ничего не влияет на меня. У тебя с визой никогда не было проблем? Тебе всегда нормально дают в Америку? Ну, 2 раза открыла, оба раза хорошо дали, без проблем. Сейчас в мае придется мне обратно открывать на рабочую визу, продлевать надо. Первый раз меня открыли на 3 года, туристическую, потом рабочую на год. И сейчас мне опять надо рабочую открывать. Без рабочей визы ты не можешь в Америке драться. Из-за этого они именно рабочую что-то на малый срок дают. Сейчас в мае заканчивается, надо будет обратно продлить. Как ты думаешь, кого в ближайшее время подпишут из российских бойцов и кто достоин? Много бойцов, честно сказать. Именно я отметил с нашего, с Дагестана, с Чеченской республики. Давай, Магомед Магомедов. Тимур Валиев сказал бы. Я сейчас не буду туда отходить. Ну, именно даже с нашего зала очень много бойцов, я сказал бы. Очень много. Я не знаю, почему так тяжело наших подписывать. Вроде уж недавно таких бойцов тоже подписали, да. С Бразилии многих подписывают без проблем. Вот именно с Дагестана, с наших этого, с Кавказа что-то тяжело подписывать. Не знаю почему. Может, за то, что Визы? много. Не то, что виза. Много уже дагестанцев Да, много, UFC, знаешь, много. перезасили. Да, что между собой начнут драться. Кстати, а ты готов, если что, с Там есть с кем российским драться. бойцом? Там есть с кем драться пока что. Еще не готовы. Тебя ведь периодически спрашивают, да, о потенциальном бое с Хабибом. Ну, были такие вопросы когда-нибудь вообще в твоей жизни? Как вопрос? Да, ну типа, Вопросы, готов да. ли ты драться с Хабибом? С Хабибом я не готов драться, конечно, не готов. Ну, это просто бессмысленно, наверное. Не то, что бессмысленно, я этого человека уважаю, да, как брата, но если не подерусь, по-любому. Если подерусь, то только в легкую, в спарринге, в зале. Конечно, в зале это можно. Знаю. А в спарринге вы нормально? Ну, то есть, в чем разница? Ну, перед публикой, да, что-то доказывать, и в зале это другие разные вещи получается. В зале проблем нет, в спарринге, наоборот, получать друг друга помогаем. Я-то еще с ним не работал в зале и не тренировался вместе. Кто в борьбе, интересно, сильнее? Кто, я или Хабиб? Я. Конечно, Слушай, да Хабиб, ты что за ты вопрос? такие приемы внизу делаешь, люди не Понятно. видели такого никогда. Что ты, откуда ты взял этот на ногу? Рычаг. Как тебе это в голову приходит? Ты как-то машинально срабатываешь в этом смысле? Ну, именно вот это бой, честно говоря, мы готовились к этому. Я видел, что он спину отдавал. И у нас хороший тренер в Америке, Рикардо Алмедо. Он показывал, да, это прям. А там до меня этот парень сделал бой, а все подумали, что я у него скопировал, типа после него сделал. А по идее мы перед боем тоже это прям там с ним отрабатывали. То есть это не внезапно? Не запомнил, да.
Ты можешь ответить на вопрос, почему ты настолько крут и в стойке, и в борьбе? Да, они крутые. Ну, я стараюсь, честно, разнообразие. Люди любят. Стараюсь для них все делать. То есть ты можешь поддержать соперника, да, если ты видишь, что можешь нокаутировать, но ты понимаешь, что там надо еще пару Ну, раундов. Там. такого удара нет у меня, чтобы нокаутировать. Но у нас как база самда, она, как сказать, база самда, и ударная там есть, и броски, ну, большая это, да, там много фантазий, там такие разные эти, ну, большая это, да, техника, там много и борьба, и все. А так бороться я умел, потому что я с детства ходил на вольные, осталось. Как все в Ну Дагестане. да, как все, и мне легче сейчас дается, легче намного. Если ты не ходил на борьбу, она потом тяжело тебе дается. То есть переучиться в борьбу тяжело. Да, если у тебя какая-то база есть, если ты ходил, тебе потом легче будет. Съемочный день программы «Октагон ТВ» составляет практически целые сутки, и в это время нам жизненно необходимо питаться здоровой и качественной пищей. Наши партнеры, компания «Баланс Вкуса», решает все проблемы с голодом. «Баланс Вкуса» — это здоровое питание с ежедневной доставкой. Готовые рационы подойдут тем, кто ценит собственное время и следит за своей формой и здоровьем. Полноценную программу с необходимым количеством углей, протеинов и прочих полезных веществ вы сможете найти на сайте компании. А по промокоду «Октагон» вы дополнительно получите 10% скидку. Дана Уайт недавно отметил тебя и Петра Яна как одних из самых перспективных бойцов. Тебе приятно, что следят? Да, конечно, приятно. Ну, сейчас приятно, да. Чего скрывать? Да, Навай же не пропускает бои, я знаю, он за всеми следит, по идее. Он очень серьезно работает, он везде бывает, даже на таких маленьких турнирах. Он в Америке приезжает, не UFC имеют какие-то маленькие организации, Да. он там бойцов выбирает. Он участвует. Лично? Да, сам лично смотрит, все, он очень серьезно относится. Ты с ним лично общался? Как он? Да, такой приятный. Обычный мужик. Да, поздоровал, как. В Америке все такие, честно сказать. Там все такие. Ты наверняка в UFC на PlayStation играл? Честно сказать, ни разу не играл. Серьезно? Да. Ты говоришь, что там... Я видел, что ты написал, типа, парни, я там в игре со Это мне- статистикой покорней. Это мне скинули, я так закинул. Последний это не видел, просто с двумя поездками. Чемпион. Чемпион, да, в игре чемпион пока. Это твоя мечта, стать чемпионом UFC? О, мечта тоже, что, ну, есть, как хочется. Цель, да, моя цель, не мечта, как цель, потому что я давно в спорте, с самого детства в спорте, да, я вроде бы по любителям много выступал, прошел это, я доволен, да, что я много выступал, выиграл там. И чемпион Европы стал, Кубок мира, там Россию выиграл 4-5 раз. Я этот путь прошел, я доволен. Сейчас перешел, да, этот уровень, просто я хочу добиться, да, это стать по пояс выиграл, я считаю, что я буду доволен, вот тогда я буду Можно доволен. успокоиться. Успокоиться могу спокойно оставить, и все. Цель, до конца цель, просто мое желание было, да, когда я цель ставлю, хочется его добить. А в рестлинге, как ты думаешь, ты мог бы выступать? В рестлинге Да. никогда не смотрел это рестлинг. Значит, там ярко, там все такое. Как они прыгают, Ну, не мое, твоя тема. не мое. Какой рестлинг, брат, куда мне Там рестлинг? разные веса. Там бывает достаточно. Там Там- чуть-чуть надо накачать шею, накачать, нет? Как Леснер. Да. В Америке это популярный спорт, честно. Очень популярный. Как ты думаешь, кто сейчас сильнейший, вне зависимости от весовых категорий, боец в ММА? Ну, в UFC, условно скажем. Хабиб, Джон Джонс, кто там еще? Там много. Слушай, а ты как думаешь, допинг это проблема сейчас для бойцов? Я, честно, очень рад, что так серьезно относятся они. Не проблема, наоборот, для нас, для россиян, для нас лучше, я считаю. Кто за чистый спорт, для нас лучше. Правильно, пусть всех, кто нечестный, всех ловит. Конечно.
правильно. Все правильно. В общем-то, все. Всё, Спасибо большое тебе, Забит. Всё, спасибо.